Добрый день, меня зовут Наталья. Это канал Practical Russian. Здесь мы изучаем русский язык. Сегодня у нас нетрудный урок. Это урок для уровня А1, А2. Сегодня мы изучаем грамматику. Сегодня мы изучаем слово «назад». Транскрипция будет под видео, аудиофайл будет под видео. Сегодня я расскажу вам, что я делала последние 20 лет. Поехали! Сегодня я расскажу вам, что я делала последние 20 лет. Я расскажу вам, что я делала 20 лет назад и что я делала год назад. Я расскажу вам, сколько времени я работала инженером. Я расскажу вам, сколько времени я жила за границей. 20 лет назад я училась в школе. 15 лет назад я училась в университете. 10 лет назад я работала инженером. 10 лет назад я работала в офисе. Я была инженером, я работала в офисе инженером. 9 лет назад я ездила в Италию. У меня был отпуск, я отдыхала в Италии. Я была там неделю. Только 7 дней я отдыхала в Италии. Вы плохо говорите по-русски? Вы плохо понимаете по-русски? Не проблема. У меня есть специальный файл, где все уроки для уровня А1, А2. Там уроки с моими видео для уровня А1, А2. Каждое видео – это урок. Вы можете изучать русский дома. Вы можете изучать русский самостоятельно. Каждое видео – это урок. Ссылка на файл под видео. 8 лет назад я ездила в Германию. У меня был отпуск, я была в Германии. 8 лет назад я отдыхала в Германии. Я была там 2 недели. Я была там 14 дней. 14 дней я отдыхала в Германии. У меня был отпуск. 7 лет назад я уволилась. Я ушла с работы. Я больше не работала в офисе, я больше не работала инженером. Это случилось 7 лет назад. 6 лет назад я жила в Китае. Я работала в Китае, я жила там и работала. Я не отдыхала в Китае, я работала там, я жила там 10 месяцев. 10 месяцев я путешествовала, я работала в Китае, и это было 6 лет назад. 5 лет назад я ездила в Сербию, я была в Сербии 5 лет назад, я жила там, я не работала там, я там жила, я работала онлайн, я работала в то время фрилансером, и я жила там 6 месяцев. 6 месяцев я была в Сербии. 4 года назад я никуда не ездила. Я была в России, я жила в Санкт-Петербурге, я много работала, я работала фрилансером, я работала онлайн, и я никуда не ездила. 3 года назад я ездила в Грузию, я была в Грузии, я жила там, я не работала в Грузии, я
работала онлайн, и я отдыхала в Грузии. Я жила там 6 месяцев. Я была в Грузии 6 месяцев. 2 года назад я была в Турции. Я ездила в Турцию, я не работала в Турции. Я жила в Турции, я отдыхала там, и я работала онлайн. Я не отдыхала в Турции, я гуляла в Турции. И я жила там 2 месяца. Я была там только 2 месяца. Год назад я никуда не ездила. Я была в России. В прошлом году я никуда не ездила. В прошлом году я не путешествовала. У меня не было отпуска. Я не ездила в отпуск. Я продолжала работать онлайн. Год это 12 месяцев, да? 11 месяцев назад был март. Я не люблю март. В марте плохая погода. Я ничего не делала в марте. Я сидела дома. Я была дома. 10 месяцев назад был апрель. Что я делала в апреле? Я никуда не ездила. Я работала в апреле. 9 месяцев назад был май. Я люблю май. Начинается весна, у меня хорошее настроение. Я много гуляла. 8 месяцев назад был июнь. Июнь это лето. Я люблю лето. Я люблю июнь. В июне у моей сестры день рождения. Это был день рождения моей сестры. Мы ходили в ресторан. Мы были в ресторане. Это было 8 месяцев назад. 7 месяцев назад был июль. Июль это лето. Я люблю июль. В июле была свадьба моей подруги. Я ходила на свадьбу. Это было в июле. Это было 7 месяцев назад. 6 месяцев назад был август. Что я делала в августе? В августе мы ходили на оперу. Мы ходили туда с подругой. Мы были на опере. 5 месяцев назад был сентябрь. Это уже осень. В сентябре мы ездили за город. Да, 5 месяцев назад мы ездили отдыхать за город. У меня есть видео на канале. Здесь будет видео, как мы ездили за город. Это было 5 месяцев назад. 4 месяца назад был октябрь. В октябре у меня был день рождения. Я праздновала свой день рождения. Я праздновала его с друзьями. 3 месяца назад был ноябрь. Я не люблю ноябрь, это темный месяц. Обычно я ничего не делаю. Я думаю, 3 месяца назад я сидела дома. 2 месяца назад был декабрь. В декабре обычно праздники, Новый год и Рождество. Я была дома с семьей. Мы праздновали Новый год с семьей. 2 месяца назад я была дома с семьей. Месяц назад это был январь. Месяц назад был январь, и я ездила кататься на лыжах. Была зима, сейчас тоже еще зима, и месяц назад мы ездили кататься на лыжах. Это было в прошлом месяце. Мы ездили туда с друзьями. У меня есть видео на канале. Это видео, как мы катались на лыжах. Неделю назад я ходила в магазины. Неделю назад я ездила в магазины, я ездила туда с сестрой. Мы ездили с сестрой в магазины, я купила себе новые вещи. Это было на прошлой неделе. На прошлой неделе мы были в магазинах. Вчера, что я делала вчера?
Я работала вчера. Я была дома вчера. Час назад я готовилась к видео. И сейчас я записываю это видео для вас. А сейчас грамматика. Год назад значит в прошлом году. Мы были там год назад. Мы были там в прошлом году. Год назад значит в прошлом году. Месяц назад значит в прошлом месяце. У него был день рождения месяц назад. У него был день рождения в прошлом месяце. Месяц назад значит в прошлом месяце. Неделю назад значит на прошлой неделе. Он работал неделю назад. Он работал на прошлой неделе. Неделю назад на прошлой неделе. Назад. Когда что-то случилось в прошлом. Это факт. Это случилось в этот момент. Назад. 20 лет назад. 10 лет назад. 5 лет назад. 2 года назад. 1 год назад. Мои примеры. 5 лет назад он жил в Новосибирске. 5 лет назад он жил в Новосибирске. 3 года назад у них родился сын. 3 года назад у них родился сын. Год назад он поменял работу. Год назад он поменял работу. Они переехали в новую квартиру месяц назад. Они переехали в новую квартиру месяц назад. Когда это как долго, значит на протяжении периода. Мои примеры. Он живет в Москве 4 года. Он живет в Москве 4 года. Он живет этот период. Я изучаю русский язык 2 года. Я изучаю русский язык 2 года. На протяжении этого периода она работает учителем 30 лет. Она работает учителем 30 лет. Мы жили там год. Мы жили там год. Они были там 3 дня. Они были там 3 дня. Сегодня у меня для вас несколько вопросов. Вопрос номер 1. Где вы работали 5 лет назад? Где вы работали 5 лет назад? Сколько времени вы работали там? Сколько времени вы работали там? Вопрос номер 2. Где вы отдыхали 2 года назад? Где вы отдыхали 2 года назад? Сколько времени вы были там? Сколько времени вы были там? Вопрос номер 3. Куда вы ездили в прошлом году? Куда вы ездили в прошлом году? А в прошлом месяце? А в прошлом месяце? Вопрос номер 4. Когда вы учились в университете? Когда вы учились в университете? Сколько лет назад? Сколько лет назад? Хорошая работа. Сегодня мы изучали время. Сегодня мы изучали слово «назад» и как его использовать. Это был урок для уровня А1, А2. Транскрипция к уроку будет под видео, аудиофайл к уроку будет под видео. Каждое видео – это урок.
у меня есть специальный файл, где все уроки для уровня А1, А2. Файл будет под видео. Здесь будет плейлист для уровня А1, А2. Увидимся здесь. Пока-пока.